Том Брикс планировал эту поездку несколько месяцев. Он управлял небольшой компанией по наблюдению за китами в Монтерее, штат Калифорния. Каждый сезон он вывозил группы туристов, чтобы показать им красоты океана. В то утро вода была спокойной, и казалось, что в такой день возможно все. Но никто не мог предсказать того, что должно было случиться. На борту судна Sea Scout находилось 9 пассажиров. Большинство из них были постоянными клиентами. Они уже не раз выходили в море с Томом и знали, что нужно одеваться теплее и брать с собой перекус. Но были и новички, которые крепко сжимали свои бинокли. Им предстояло получить сюрприз, который запомнится на всю жизнь. Помощник Тома, коренастый и надежный мужчина по имени Дерек, занимался навигацией, пока Том развлекал пассажиров. Примерно через 40 минут пути по левому борту показалась пара дельфинов. Пассажиры бросились к перилам с телефонами и камерами наготове. Том улыбнулся из рубки. Первым это заметил Дерек. Он молча указал пальцем. Так он делал только тогда, когда хотел привлечь внимание Тома, не поднимая лишней тревоги. Том вышел из рубки и проследил за направлением взгляда помощника. Примерно в 300 метрах впереди воду рассекала большая темная тень. Прежде чем мы продолжим, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые истории. Тень поднималась и опускалась плавно и размеренно. Даже с такого расстояния было ясно, кто это. Высокий черный спинной плавник выдал хищникам мгновенно. За долгие годы Том видел сотни касаток, но их размеры и величие никогда не переставали его восхищать. Он сбросил скорость и позволил лодке сближаться естественным образом. В тот момент он все еще был спокоен, но вскоре все изменилось. Касатка снова вынырнула, на этот раз гораздо ближе. Том почти полностью заглушил двигатель. Стандартная процедура при встрече с китообразными — позволить им самим подойти к вам, а не навязываться. Том хорошо знал правила и уважал их. Но эта касатка, похоже, не собиралась соблюдать дистанцию. Она направлялась прямо к лодке. Том понимал, что Sea Scout — судно не из быстрых. Если касатка решит протаранить корпус, он ничего не успеет сделать. По лбам 2 опытных моряков уже катился пот. Но даже со своим многолетним стажем они не могли предугадать следующего шага животного. Касатка подошла вплотную к борту, настолько близко, что пассажиры справа могли смотреть прямо на нее. Она была огромной, около 7 метров в длину, и ее черно-белый окрас был ярким и четким. Затем произошло нечто неожиданное. Вместо того, чтобы проплыть под носом лодки или уйти в сторону, она начала кружить. Это не были широкие круги. Она описывала плотные, выверенные петли вокруг Sea Scout на расстоянии всего от 10 до 15 метров. Том никогда не видел ничего подобного. Дерек подошел к нему. Том кивнул, не сводя глаз с животного. Некоторые пассажиры начали проявлять беспокойство. В движениях касатки было что-то методичное. Она не играла и не красовалась. Казалось, она ждала их внимания, словно пыталась сообщить что-то, что они пока не могли понять. Завершив 3-й круг, касатка замедлилась и прижалась к правому борту, приподнявшись из воды. И тут Джеральд, пожилой мужчина и постоянный клиент Тома, считавший себя натуралистом-любителем, что-то заметил. Он приставил бинокль к глазам и перегнулся через перила. Некоторое время он замер в молчании. Затем он опустил бинокль и повернулся к группе с выражением лица, которое никто не мог разгадать. В следующую секунду палуба затихла от его слов. «У касатки что-то есть на спине». Сердце Тома забилось чаще. Он прищурился от слепящего солнца, вглядываясь в воду. Когда массивный хищник снова показался на поверхности, тайна раскрылась. Плотно прижавшись к телу сразу за высоким плавником, сидел маленький, промокший и пушистый пассажир. Это был морской выдра — калан. Пассажиры застыли в недоумении. Высший хищник и его потенциальная добыча двигались как одно целое.
Калан вцепился лапками в резиновую кожу касатки, его глаза были полуприкрыты от полного изнеможения. Том понял. Это не прихоть природы, это был акт спасения. Касатка не охотилась, она патрулировала с расчетливой точностью, удерживая выдру над водой. «Она хочет, чтобы мы следовали за ней», — прошептал юный пассажир. Том и сам это видел. Касатка отплывала вперед, ждала, а если лодка замедлялась, возвращалась. Это было приглашение. Повинуясь интуиции, Том направил Си-скаут на север. По мере того, как они следовали за дуэтом, кристально чистая голубая вода начала превращаться в мутную красно-коричневую жижу. Тошнотворный химический запах, смесь гидравлической жидкости и дизельного топлива, вытеснил соленый морской воздух. Затем послышался звук, ритмичный механический стук, вибрирующий через корпус лодки. Обогнув скалистый мыс, они увидели весь ужас происходящего. Огромный проект незаконной застройки побережья буквально уничтожал береговую линию. Дноуглубительные баржи и буровые установки дробили скалы, которые веками служили убежищем для крупнейшей колонии каланов в Монтерее. В мусоре и обломках боролись за жизнь десятки выдр, оказавшихся в ловушке в этом механическом аду среди взвесей и грохочущих машин. Касатка остановилась у входа в бухту. Ее щелчки и сигналы звучали как призыв о помощи. Для кита такого размера заходить на неспокойное мелководье было слишком опасно, но она привела тех, кто мог помочь. Тома и его команду. Миссия была ясна. Том и Дерек спустили на воду надувной плот. «Это больше не экскурсия», — объявил Том пассажирам. Никто не остался в каюте. Люди стояли наготове с полотенцами и камерами, превратив Си-скаут в плавучий пункт первой помощи. Когда плот вошел в бухту, шум стал оглушительным. Вода напоминала густой суп из грязи и масла. Изможденные выдры, слишком уставшие, чтобы убегать, позволяли Дереку подбирать их. Но вскоре спасатели наткнулись на преграду. Упавший огромный валун и переплетение коряк заблокировали внутреннюю часть бухты, где тонули другие животные. В момент, который противоречил всем законам биологии, касатка рванулась вперед. Она ударила своим массивным рылом в затор, разбив деревянную преграду и расчистив путь для лодки. Это было идеальное партнерство. Пока люди вытаскивали выдр из воды, касатка служила вспомогательным транспортом, позволяя самым слабым животным цепляться за свою спину. Но злодеи из реального мира не собирались сдаваться. Над бухтой прораб в ярком жилете начал кричать в рацию. Увидев судно и камеры, рабочие поняли, что их незаконная деятельность раскрыта. Они начали спускаться по скалам, швыряя камни в воду, чтобы прогнать спасателей. «Снимайте все на видео!» — крикнул Дерек. Страх, охвативший Тома вначале, исчез. Его сменила холодная сосредоточенность. Они работали как отлаженный механизм, подбирали, закутывали и передавали дрожащих животных на борт основного судна. Конфронтация достигла пика, когда первые рабочие добрались до кромки воды. Их крики тонули в реве машин. Но они опоздали. Том дал полный газ, и плот в последний раз прорезал мутную воду. Все выдры были спасены. Когда Си-скаут начал отходить, касатка оставалась тенью рядом с ними, безмолвным стражем этого живого плота. Вскоре над водой послышался еще один звук, далекий, но четкий. Том взглянул на горизонт. К ним быстро приближалось судно береговой охраны. «Ровно 40 минут», — сказал Том с легкой улыбкой. Патрульный катер вошел в бухту, мгновенно сменив атмосферу хаоса на атмосферу закона. Офицеры в форме заняли позиции на палубе. Через громкоговоритель прозвучал приказ немедленно прекратить все работы. Один за другим механизмы затихли. Наступила тишина, в которой разрушение побережья ощущалось еще острее. Офицеры быстро поднялись на платформы.
Были собраны доказательства, записи с камер Тома, Дерека и Джеральда. Прораба первым увели под конвоем. Вся незаконная операция была ликвидирована буквально за час. На борту Си-Скаут за спасенными выдрами бережно ухаживали. Пассажиры укрывали их одеялами, пока судно шло к ближайшему природному заповеднику. В заповеднике их уже ждали специалисты. Том смотрел, как забирают последнюю выдру, и чувствовал глубокое облегчение. То, что было разрушено, уже не вернуть, но что-то очень важное удалось сохранить. Когда Си-Скаут снова вышел в открытое море, касатка появилась в последний раз. Она выпрыгнула из воды в мощном чистом прыжке. На мгновение все замерли. Это было похоже на безмолвную благодарность, напоминание о том, что на этот раз человек и природа сработали сообща.